А очередные ящики с урожаем. Сережа просто одевает сапоги, становится сверху и утаптывает. Все. Добрым утром всем. Вот сегодня смотрите, какой восточная баба. Расскажу вам, как варю вкусный грибной супчик. Морковка в этом году, конечно, просто отвратительная. Почему она отвратительная? Я уже неоднократно говорила, что морковку не надо поливать во второй половине лета. Потому что она начинает наращивать от избытка влаги, начинает наращивать корни. Что у нас сейчас и получается из-за того, что идут постоянные дожди, видите, она обрастает снова корнями. Поэтому я ее начинаю дергать. У меня там перец в теплице созрел. Сделаю лечи еще пару баночек. И что еще хочу сказать. Вот не рекомендую очень вот такую желто-оранжевую морковь. Она называлась для плова, по-моему, русский огород. Я позарилась, думала, вырастет морковка хорошая, будем плов свой делать. На самом деле, даже когда не было влаги, она вся вот такая вот жесткая. И по цвету она совсем не соответствует. Там она такая оранжевая, знаете, вот прям как желтый кабачок должна быть. Здесь она вот такого светлого цвета, и еще она постоянно зеленеет. Хотя у меня она сидит достаточно глубоко. То есть, смотрите, оранжевая морковка не зеленеет. Видите, яркая, нормальная, насыщенный цвет у нее. Везде сею все одинаково. А вот эта морковка зеленеет. Вот. Опять набрала ящик. Здесь кабачки и баклажаны. Еще взяла бамию. Бамию, если честно, больше сажать не буду. Это был мой эксперимент. Попробовали. Особого вкуса у него нет. А вот это вот, как вы думаете, что вот это вот за экзотический овощ? Ну, на самом деле, я расскажу вам, что это. Это баклажан. Баклажан называется банан. И я вам очень не рекомендую его покупать и сажать. Тоже был мой эксперимент вот такой вот. Удачно, неудачно не могу сказать, но в мою копилку он не попадает. Вот такой баклажан-банан. Мы еще обязательно, я покажу вам, как буду делать икру, наверное. Смотрите, у нас от такого количества влаги и воды аж баклажаны растрескиваются. Видите, маленький баклажанчик и треснутый. Но я все собираю, все на икру пущу. Мне очень понравился вот этот баклажан, щелкунчик, который называется плотный. В жарке хорошо себя ведет. Вот такие баклажанчики. А это баклажан-банан, еще расскажу. Они все такие у него висят там. Опять кабачки. И желтые, и белые, всякие разные. Я вам еще сегодня хотела показать. Эустома у меня расцвела, красавица. Смотрите, какая падает от своих, от бутонов. Еще сколько будет бутонов. Ну, конечно, погода у нас все ржавеет от такой погоды. Просто кошмар. Кошмар и ужас. Мы косим сейчас траву. Немножко дождь. Повторно, смотрите, роза цветет. Тоже красавишна такая. В вечернем свете. Но гортензии вот так опущены у них головы, потому что постоянно мокрые, большие шапки. Я стремлюсь к тому, чтобы шапки гортензии были большие, а потом они под дождем себя вот так вот ведут. Еле-еле подстригли газон, потому что мокрая трава. Ну вот так хоть немножко. А то хочется и шашлычки пожарить, друзей пригласить. Дети хотят приехать и немножко порядок наводим. А вот компостный ящик наш, о котором я уже неоднократно рассказывала. Друзья, я ссылку оставлю на вот этот компостный ящик, как он сделан, как мы его делали. Но смотрите, вот сейчас вы сами видите своими глазами. Он заполнен. Сейчас мы складываем сюда траву, которую косим с газона. Дело в том, что сейчас мульчировать уже в принципе нечего. Чеснок я убрала, на его место посеяла новую зелень. Новую зелень я маленькие росточки не мульчирую. А в следующий раз закрывать землю травой я буду осенью, когда отправлять на
готовить к зиме грядки. Я обязательно вам это покажу. Но у меня уже есть видео прошлогоднее, можете посмотреть, как я готовлю грядки к зиме. Соответственно, сейчас мы всю траву вот сюда складываем, и то, что косим, и то, что я немножко прополола грядки тоже. И вы видите, что эта часть у нас уже полная. Но на самом деле так происходило уже раза 3. Сережа просто одевает сапоги, становится сверху и утаптывает. Все это укладывается туда и быстро перепревает. Вот этим компостом я уже буду пользоваться нижним. Начинать буду пользоваться весной. Ну вот он открывается, видите, снизу у меня вот здесь вот. Я еще раз скажу, ссылочку на видео оставлю, посмотрите, как он устроен у нас. И вот внизу я уже буду весной пользоваться этим компостом. Осенью мы его, получается, прольем хорошенечко для компостирования. И я закрою его пленкой, скорее всего, придавлю. И все, трогать не буду. А в следующем году, вот то, что у меня вот здесь, вот видите, насколько этот ящик был тоже полный. Вот это все улеглось. Вот на таком уровне здесь компост. Я его весной или осенью разнесу по грядкам. Ну вот мы этой весной разносили как раз вот отсюда. И будем складывать уже вот в следующем году, будем складывать вот в эту часть ящика. Вот. А вот эта трава с газона вообще очень быстро перепревает и очень быстро она осаживается. Поэтому здесь даже переживать не надо. Мы сюда не складываем ветки, которые обрезаем с кустов и деревьев. Они у нас идут на переработку через измельчитель веток. Ну и уже измельченные я их раскладываю на малину ремонтантную, либо на клумбы. Получается очень красиво вот эти измельченные ветки. Поэтому, если у вас нет измельчителя, я вам очень рекомендую. Именно для веток. Не для травы, а для веток. Но для травы нам не нужно, поскольку... Что там? Поскольку у нас машина все измельчает. Вот. Хотим покататься на качельке. Хотела вам небо. Так, не видно. Сейчас покажу. Вот наше вечернее небо. Облака, видите, как быстро бегут. Домик наш. Из-за такой погоды, которая нас преследует тайфунной, на кабачках началась мучнистая роса. Вот так она выглядит, видите, на листьях. Не было возможности опрыскать, потому что все, что у нас лили такие дожди, что даже на улицу нельзя было выйти, поэтому смысла никакого не было прыскать ничем. Что сейчас? Мучнистая роса — это не самый страшный грибок, не самая страшная болезнь, которая может быть. С ней очень легко справиться. Вот я обрезала все листья у кабачка. В принципе, сейчас это нужно сделать, даже если у вас нет мучнистой росы, сейчас это нужно сделать, потому что фитофтора и мучнистая роса вот в такой погоде, во второй половине августа, очень часто прицепляется к растениям. В любом случае, обрезаете все, посмотрите, вот я все листья пообрезала. Еще сорняки прямо через дорожку прут из-за такой влажности. Все пообрезала. Вот целая гора у меня листьев. Сейчас пойдет в компост. В компост их можно отправлять, ничего страшного. Я все равно потом проливаю биопрепаратами, которые борются со всеми этими болезнями. Поэтому всю вот эту вот ботву я отправляю в компост. Обрезаете листья до здоровых. Вот они, посмотрите. Вот это белые пятна, это уже не мучнистая роса, это особенность сортовая этого кабачка Кавили. И вот посмотрите, сколько там завязей. Они все будут себе прекрасно расти. Я снимаю, это вот цветок я сняла, видите, тоже из-за того, что мокро, цветки не опадают и потом продолжают висеть там и подгнивать. До здоровых листьев все обрезала. Если есть возможность, пожалуйста, опрыскиваем сейчас биопрепаратами. Фитовермом и фитоспорином. Побрызгайте. Поливать мне нет смысла, потому что такая влага. Вот до здоровых листьев все. Дальше эти кабачки будут продолжать у вас плодоносить. То же самое сделала с желтым кабачком. Вот у него вот такой ствол.
И вон там куча завязей, которые будут продолжать плодоносить. Тоже лишние цветы снимаю, потому что они загнивают прямо на кабачках. Кстати, тут можно тоже снять. И вот сейчас все это отправлю в компост. Дальше в описании под видео я оставлю все ссылки на ролики, которые касаются выращивания кабачков. Как вы видите, эти кабачки вот у меня в ящиках, и они плодоносят вот все лето. Ящик прям закопан, несмотря на то, что многие мне пишут, что это не работает способ. Вот, пожалуйста, смотрите, все кабачки, которые я вам показывала, я снимаю вот с этих двух растений: Кавили и Ясмин от семена Партнер. И в следующем году обязательно буду повторять эти же гибриды. Они меня радуют, и мне очень нравится их выращивать, беспроблемные. То, что мучнистая роса, это независимо от сорта. Конечно, есть более стойкие. Если бы были старые сортовые кабачки, они уже давно бы заразились мучнистой росой или чем-нибудь еще. И хочу показать вам тыквы, как растут. Тыквы тоже прекрасные. Видите, благодаря тому, что я обрабатываю постоянно фитоспорином, листики у них здоровые. И тыквы, которые мы с вами опыляли, вот они все и опылились. А других тыкв нет, потому что в такой погоде абсолютно... И вон там еще одна тыковка была. Сейчас здесь не видно из-за травы. В такой погоде ничего само собой не опыляется, потому что цветы и вся пыльца мокрые, вымокшие. Поэтому вот буду ждать вот эти тыквы. Кстати, сейчас вы можете их уже прищипнуть, если вам достаточно вот на этих плетях, и пусть они дальше растут. В принципе, то, что сейчас будет завязываться, это уже ничего расти не успеет вырасти. Вот смотрите, видите, идут вот от этой тыквы, вот сюда пошел дальше, и вот сюда пошел вот этот отросток. Его вообще можно убрать полностью, а от тыквы отсчитать 5 листьев и тоже прищипнуть этот побег, и тогда тыква начнет еще быстрее созревать. Вот смотрите, вот здесь тоже тыква, и пошел и побег. Вот он. Вот. И еще он сюда идет. Я тоже сейчас их все прищипну, чтобы быстрее наливались вот эти тыквы, были покрупнее. Друзья, у нас еще с вами очень много впереди. Я обязательно сделаю вам обзор домика. В следующем году мы планируем вот на этом месте строить закрытую кухню с печкой, не с печкой, еще пока не знаем. Будем только рисовать проект. Обязательно вам сделаю подробный обзор этой качели. Уже сейчас мы с мужем поняли, что нужно делать над ней навес, потому что вот этот вот чехол, который сверху, он не защищает от дождя, и приходится постоянно носить подушки, на которых сидят. Но обо всем об этом я обязательно расскажу в ближайшее время, может быть завтра запишу вам видео. Комары съедают, вот такое небо. Все еще у нас опасность тайфуна сохраняется. Вот такой небольшой обзорчик. Ну и я уже тоже показывала, сейчас еще вам покажу. Вот огород теперь с другой стороны. И планирую сделать обязательно по грядкам, рассказать вам, как из чего сделаны грядки. Поэтому, если вас интересуют все эти темы, пожалуйста, подписывайтесь. Вот эта грядка с клубникой, которую я обрезала недавно. Вот эта грядка с клубникой, которую я обрезала давно. В конце июля я показывала. Кстати, приглашаю вас на свой телеграм-канал. Вот такие сельдерей, вот такой. Вот эти листья все надо, которые ложатся, обдирать. Тогда у вас будет большой корень. Обязательно расскажу, как выращивать большой и крупный сельдерей. И вот новые посадки зеленушки. Это салатик, это руккола будет. У меня дети очень рукколу любят. Это будет редиска. Смотрите, редиску я сажаю на расстоянии друг от друга сразу, не загущая, чтобы она была у меня
крупная. Качели вот спрашивает, для чего за 50 тысяч купили. Да, качаться будем сейчас. Кто-то закончит косить? А как же мы будем качаться, если ты не закончишь? Надо приостанавливаться. Эустома, конечно, красивая, надо ее... Вот все там не хочется, чтобы у нас клумба, чтобы грядка была как клумба. Но надо все тогда подвязывать. Так, куча помидор. Огурцы собрала. Смотрите, огурцы себя прекрасно чувствуют, которые в мешках. Немножко начинают портиться. Но это они 1 апреля сюда посажены. Вон сколько помидор висит. Завтра буду все это собирать. И там и перцы есть красные. Лечо опять сделаем. Я одну баночку уже сделала лечо. Так. Оно плохое. Там осаи была. Осаи бы ела. Ну, вот здесь газон мы, наверное, не успеем подстричь. Уже хочется отдыхать. Паучок вышел на охоту. Давай там подержишь малину. Вот наша машина косильная. Я же уже показывал. Да, может кто-то не видел, кто-то первый раз смотрит. Подожди, сейчас голубику еще покажу. Вот столько голубика опять спеет. Видите? Ее, получается, постоянно собираешь, она нарастает и заново спеет. Ягода, конечно, классная. В этом году еще купила. Так, мужу нужна моя помощь поднять малину сейчас. Будем здесь косить. С добрым утром всем. Вот сегодня, смотрите, какой восточный баба. Красавчик. Какой? Сколько? Полкило, наверное, весит. Вот его младшие братья-представители. Ой, этот. Сегодня день дальневосточного бабка будет называться. Ну, это уже был в прошлом раз, то тоже очень много принес. Вот. Какие красавчики. Молоденькие. Это молоденькие, это вот постарше. Что, опять мариновать будем? Не знаю, может быть, и жарить. Мариновка уже. О, вот эти пошли, да? Чуть-чуть. Как у нас. Подмолочники называется. А у нас в нашем лесу нет, ты смотрел? Нет, рыжик, это не рыжики. Это не рыжики? Нет. Вот еще малышок. Вот малышок, карандашок. Вот такие они вырастают, вот такие. Видел еще один старый такой. Там он еще. Ну, потом переберем. Покажу. Вот. Продолжение нашего вчерашнего видео. Мы опять занялись косьбой. Напомню, вот складывали мы вчера. Траву полную наложили. Вот. А здесь я хочу вам показать, какой прекрасный компост образовался с прошлой осени. Сейчас другой рукой возьму. Так. Я просто начала его переворошить. Я хочу все-таки сюда продолжить добавлять. Но поскольку пол ящика просто пустует. Зачем нам это? Так, смотрите. Это мы собирали в прошлом году. Видите, в этом году, да, тут еще есть растительные остатки некоторые. Но для меня вот этот вот самый, он и влагоемкий, и воздухоемкий компост. Им хорошо мульчировать розы. Им хорошо мульчировать все кусты для плодородия, чтобы они хорошо плодоносили. Жимолость ту же самую, смородину и все прочее. Поэтому вот, пожалуйста, даже ничего не буду ворошить. Осенью просто буду... Я уверена, что здесь бронзовок можно найти сколько угодно. Короче, мы все-таки сейчас сюда будем складывать, продолжать. А осенью, когда я буду готовить грядки, мы оттуда снизу заберем весь этот компост. Видите?
как это чудесно все работает. Мы сегодня приняли решение по-новому скосить газон. Я имею в виду, что не убирать траву, а оставить ее здесь для подкормки самого газона, для удобрения. Видите? Ну, Сережа просто снял. Здесь она мелким таким этим лежит. Сережа снял просто корзину. И все собиралось не в корзину, а рядом. Вот наш газончик. Такой мягкий, классный. Можно отдыхать. Смотрите, какие розы вымахали. Вот. В этом году у меня будет квест. Называется «Укрой розу». Но ничего, я справлюсь. Сережа поможет. Вот. Бутончик еще есть. И вот эти тоже. Надо лишнее пообрезать, то, что отцвело. Смотрите, какой толстый и высокий вымахал. Но, надеюсь, в следующем году на всей этой плете будет у меня розовый цвет. А я ее прям вот так по боку так пущу, и будет красиво. Это желтая роза казино, должна быть желтая, но почему-то белая. Вот, розам нравится. Но я обязательно вот компостом, который я показывала, буду удобрять еще. Обязательно. Я обещала в своем телеграм-канале показать, как я варю грибной суп. У нас вот сегодня такой гриб, там еще есть маленький. Но маленький я решила, знаете что, засолить. Попробовать засолить. Дальневосточная бабок. Обязательно вам сниму рецепт, и что получилось, насколько это будет вкусно. Я знаю, что солят и белые грибы разные. А вот с этого хочу сварить суп. Сейчас хочу вам показать, как я это делаю. Значит, суп я варю с перловкой. Варю с перловкой. Кладу сразу перловку в холодную воду и ставлю на плиту. Пусть она у меня варится, я пока буду делать зажарку. Что мне дает перловка? Перловка мне дает возможность не загущать мукой. Потому что у меня в семье любят густые супы грибные, поэтому варю так. Варю на один раз, поэтому вот такая кастрюлька у меня. Лучше потом еще раз сварю. Итак, здесь у меня варится перловка, пока я ее не солила. А тем временем я порежу лук. Морковь я не кладу в этот суп, потому что она сильно яркая. То есть я люблю такой вот спокойный цвет грибного супа. И порежу в сковородку шляпку дальневосточного бабка. Ножку, скорее всего, отправлю на сушку. И пару картофелин. Пока варится перловка на плите, а варится она достаточно долго, я успеваю нарезать лук, нарезать грибы и картофель. Все заранее готовлю. И потом только начинаю готовить зажарку. У меня по-прежнему стоит готовиться перловка. Я в сковородке обжариваю грибы и лук. Грибы я, естественно, предварительно не отвариваю. Их можно прекрасно есть и вот в таком как бы сыром виде. Они в супе потом сварятся и дадут супу красивый желтый цвет. Резать грибы можете крупнее, либо мельче, как вам нравится. Кстати, варить суп, естественно, можно с любых грибов. Из белых, из лисичек, ну, в целом, и даже с любых, какие у вас есть. Поэтому просто я сегодня взяла вот этот дальневосточный бабок. Он дает красивый желтый цвет супу. И немножко его загущает из-за своей структуры. Сразу выкладываю и лук, и грибы на сковородку, поджариваю на большом огне, чтобы грибы не давали лук, а именно поджарились, подпеклись. Добавляю немного растительного масла. Это будет единственный жир в моем супе. Я варю этот суп, естественно, без мяса, потому что грибы и так хороший наваристый белок. Тем временем я уже нарезала картошку, кладу в кастрюльку с крупой.
Крупа в это время уже практически готова. И, соответственно, когда я уже перекладываю грибы, оставляю буквально 15 минут повариться до готовности картошки. Все остальные ингредиенты в супе уже готовы. Дальше доводите до вкуса, кладете соль, как вам нравится, можно немножко перчик горошком. Я в самом конце практически кладу лавровый лист, чтобы он не горчил. Мне кажется, что когда лавровый лист долго лежит в бульоне, он начинает горчить. И, как я уже сказала, суп такой получается красивого желтого цвета из-за того, что грибы дают этот цвет. Ну и плюс еще маслица. Вы можете жарить грибы на сливочном масле, тоже будет очень вкусно. Желаю вам приятного аппетита. Пишите свои рецепты, что вы делаете из грибов и какие грибы собираете. Подписывайтесь на канал, если еще не подписаны. Буду ждать вас в следующих выпусках.